Территориально Маба просто огромный монастырь. Кстати, если вы не видели фильм «Джанин», который она снимала здесь, обязательно посмотрите, его очень интересно. Но проживает здесь всего лишь 4 человека, и я, собственно говоря, 5-я приехала. Помимо настоятеля есть еще 3 монахини, 1 аргентинка и 2 из Малайзии. Я знаю, что все просыпаются в разное время. Мастер встает в 3, обычно читает, готовит лекции или планирует какие-то развития на будущее. А я обычно встаю в 4, делаю разминку, тоже медитирую. А кто-то встает ближе уже к 6, когда у нас, собственно говоря, первое мероприятие совместное происходит. Мы полчаса медитируем. После этого мы читаем сутры из палийского канона, либо же мастер делится чем-то, какими-то своими новыми открытиями. Атмосфера, надо сказать, очень, правда, доброжелательная, дружеская, здесь какая-то, не знаю, семейная. После этого в 7 часов мы делаем формы тайцзюань стиля чень. Это так интересно. Моя жизнь просто сделала полный оборот, как будто я изначально свой, ну так скажем, духовный путь начала с тайцзюань стиля чень. И сейчас я к нему вернулась. Иногда мне кажется, не занималась ли я тайцзюань или цюань только ради того, чтобы найти общий язык с мастером. Ему не так легко дается общение с людьми, не потому что он там, не знаю, боится или стесняется, а потому что ему достаточно легко позволить людям, ну так как он достаточно простой, легко подумать, что он, наверное, что-то не знает и не может. И он соглашается с этим. Ну хорошо, вы думаете обо мне так, пожалуйста. И очень часто бывает, что люди считают, что особенно у него поучиться нечему. И он не настаивает. Точно так же он преподает формы сейчас, да, монахиням, и так как у них нет опыта применения форм, нет там опыта туй-шоу, а времени на то, чтобы этим заниматься, здесь нет, поэтому они не могут уловить этого состояния. И так как мой опыт позволяет мне понять его просто с полуслова, да, ему даже не нужно объяснять. И так получается, что на этой почве мы нашли общий язык, и сейчас мы достаточно много разговариваем, мастер много посвящает мне времени, и очень часто я слушаю его с открытыми глазами, просто, да, работать, делать так, все вот это так, да. Особенно, когда он рассказывает про медитацию, концентрацию, наблюдение сознания наших различных проявлений, нашего ума. Очень часто он также со мной говорит про политику. Тут все немножко по-другому. Очень часто я не согласна. И я прям тоже так напрямик ему задаю вопрос: а как вообще монах может заявлять такое? И, к счастью, у него нет задачи меня ни в чем убедить. Он говорит: ты не соглашайся, все нормально, ты просто слушай, да? И дальше он мне рассказывает, например, свою точку зрения. Опять-таки я ее слушаю, не значит, что я соглашаюсь, но я понимаю причины, которые привели его к тому, что он сейчас так думает, так размышляет, и для него, например, это важно и ценно. Не знаю, убедит ли он меня там когда-нибудь, в конце концов, что я полностью перейду, так скажем, на его сторону. Я немножко сомневаюсь, у меня другие условия, в которых я была выращена, и поэтому другое понимание этих процессов. На данный момент я здесь, можно сказать, чуть больше месяца. Перечислить все то, что мы успели тут сделать, достаточно сложно. Что-то построить, перетаскать кучу всего, построить в огороде грядки, съездить в Чикаго. И это не включая постоянную уборку. Готовка у нас, мы по очереди готовим здесь, не включая обучение, чтение, медитацию, в угол собак, заботу о курицах. Здесь жизнь кипит так, что как бы ты все время чем-то занят, что-то делаешь. И завершая свой рассказ, мне хотелось бы пояснить, собственно говоря, ради чего все это было затеяно. Раньше мне всегда казалось, чтобы по-настоящему заниматься своим духовным продвижением, нужно
от всех закрыться, отключить все телефоны, не тратить свое время на внешний мир совершенно. И мне каждый раз, когда у меня случался очередной виток, так, все, надо медитировать, надо что-то там, я писала своим родным и близким, что все, я ухожу, вы меня не ждите, меня нет, не звоните, не пишите, я ни на что не отвечаю. Когда же я наконец-то нащупала путь и поняла определенные механизмы, как что работает, это не значит, что у меня там все получилось. Нет, но я уже вижу дорогу. У меня уже нет, не знаю, ни сомнений, ни каких-то размышлений по этому поводу. Просто нужно идти и делать. И я понимаю, насколько это неверно было закрываться. Расскажу одну историю, связанную с началом преподавания Илицюань. Если кто-то меня помнит в те времена, для меня достаточно было вообще тяжело начать преподавать, мне было очень страшно. Я, помимо того, что там стеснительный человек, вообще у меня была, можно сказать, социофобия. И выйти, что-то перед кем-то, что-то рассказать, это было просто для меня ужасом, страшным ужасом. И через год после того, как я дома для совсем узкого круга людей вела занятия, я впервые сняла помещение на Лиговском проспекте у мастера рейки Сергея Петрова. Он постоянно меня зазывал: давай мы тебе там проведем сеанс рейки. Я отказывалась, я уж не помню, через полгода, через год все-таки затащили они меня туда, что-то они там ручками водили, я не знаю, я, наверное, не чувствительный человек, я что-то там как-то не особенно мне это порадовало. Как только этот сеанс закончился, я уже расслабилась, думаю, все, пережили, можно пойти домой. Нет, они как-то ловко меня усадили в центр зала, окружили, не знаю, сколько там было, человек 5-7, и давай какие-то слова приговаривать хорошие. Ты моя хорошая, ты мой там, вот смотри, я тебе вот что-то там принесла, вот я тебе сделала. Я не знаю, что тут со мной произошло в момент. Я просто в ужасе кричала о том, что я ненавижу всех и вся. Я пыталась закрыть руки, я пыталась закрыть руками уши, пыталась убежать оттуда. Это было какое-то ужасное ощущение. И я не знаю, куда меня вынесло. Я потом помню, мы сидим на кухне, меня отпаивают чаем. Я просто как-то в растерянности вообще, что произошло. Вдруг у меня видение. Второй раз в жизни моей у меня наяву видение какое-то. Я вижу себя в пещере. И меня из этой пещеры вот так вот вытягивают. Я выхожу из нее, вижу площадку перед этой пещерой, и там люди. Люди едят, пьют, разговаривают, общаются, улыбаются, кто-то там, дети бегают, прыгают. И я понимаю, что вот это вот мир людей, и они здесь, не знаю, живут, радуются и счастливы. А я недочеловек. Я недостойна того, чтобы быть вместе с людьми. Мне нужно прятаться в моей пещере. Это чувство неадекватности, оно всегда со мной было. И я на психолога-то пошла учиться, предполагая, что это решит мои проблемы. Ничего не решила. Я не нашла предпосылок к тому, чтобы ощущать себя недочеловеком в своих детско-родительских отношениях. У меня были замечательные родители, они у меня есть до сих пор. И никаких проблем там я не обнаружила, которые бы обусловили это. И в тот момент мастер рейки Сергей Петров помог мне увидеть, что вот выход вообще из этой пещеры возможен. И только на Тайване я наконец-то вышла из этой пещеры. И поводом к тому, чтобы все вот это рассказать, расписать, я чуть больше недели, этим всем занимаюсь. У меня уж, по-моему, круги под глазами, я, честно говоря, очень устала. Пишу на русском, перевожу на английский, читаю, корректирую, дописываю по-английски, понимаю, что нужно исправить русский, исправляю русский, понимаю, что здесь нужно что-то подкорректировать, перевожу на английский,
по 10 раз, потом записываю видео, там это занимает очень много времени, я, честно говоря, притомилась. Но мне хотелось сказать в мир, выйти на эту площадку перед пещерой и спокойно сказать, что я есть. И я помню на Тайване, когда я пыталась прочувствовать, каково это открыться, мне серьезно, мне было физически больно. Я пытаюсь прочувствовать, а как это быть открытой миру? И мне больно в груди, мне больно, мне страшно, мне кажется, что... И я не знаю. И я разговаривала об этом с монахиней Дэуэн, она говорила о том, что ну это потому, что ты, да, все еще считаешь, что есть какое-то я, которое нужно защищать, которое там в опасности. И в какой-то момент мне перестало быть необходимым что-то защищать. Эти посты, они для того, чтобы сказать миру: я здесь, я открыта, я доступна. И я нашла прибежище. В первом посте я рассказывала о том, что я не считала себя буддисткой, и все вот эти вот прибежища, мне как бы церемонии там что-то неинтересное. А теперь у меня есть прибежище. И принятие прибежища — это не о том, чтобы вслух сказать «Буддам саранам гачами». Это о том, когда в сложный момент, в трудный момент, когда все рушится, когда все плохо, у тебя есть опора. Есть опора на метод, который работает. Есть уверенность в учителе, который этот метод открыл. Есть уверенность в людях, которые этот метод сохранили и передали тебе. Поэтому у меня теперь есть прибежище. А также о планах на будущее, которые тоже побудили меня написать все эти сообщения и записать видео. Я уже планировала, у меня уже как-то была эта идея о том, чтобы все опубликовать. И ко мне вдруг подходит мастер и говорит: а вот тебе имеет смысл каждый день немножко вот записывать, что ты здесь для себя открываешь, и написать это и назвать «Путешествие на Запад». Мне долго уговаривать не пришлось. Пока он снова сейчас уехал в Чикаго на неделю, я не покладая рук. В какой-то момент я уже в 3:30 здесь сидела. Собственно говоря, для чего он это предложил? Для того, чтобы... Ему очень интересна Россия. Как только коронавирус позволит, мы обязательно приедем в Россию, и я предполагаю, что не один раз, и это будет честное сотрудничество. Судя по тем комментариям и личным сообщениям, которые я уже регулярно получаю, интерес большой есть, и таким образом мы налаживаем контакт. Таким образом и я знакомлю вас со своим учителем, и кому интересно, да, те могут узнать, что у нас есть предложить. Поэтому оставайтесь на связи. В скором будущем увидимся.